Ребятки, hello, как говорится. Первый складной смартфон Xiaomi, а также первый в мире смартфон с жидкой линзой Xiaomi Mi Mix Fold. Обзор. Поехали. Пункт номер 1 – это распаковка. Смартфон прямо сейчас продается только в Китае. Респект Василию. Василия уже многие знают, что помог нам привезти его в Россию. Спасибо, ценим. Так вот, смартфон пока продается только в Китае. Если вы и получите его, это будет ровно вот в таком же виде. Так. VIP-сервис. Выделенная горячая линия, но правда только в Китае. Карточка с приветствием от гендира компании Xiaomi. Сам аппарат. Сейчас посмотрим. Есть кейс. Вот это любопытно. Первая часть кейса. Вторая часть кейса. Адаптер. Тяжелый, быстрая зарядка. 67 Вт. И проводок USB Type-C. Или что, все что ли? Что, больше ничего в комплекте нет. Давайте посмотрим сам аппарат. Пункт номер 2 – это конструкция. Ровно то же самое, что и Samsung Fold. Вообще Xiaomi, как вы знаете, это отчасти Samsung по многим параметрам. Вспомним Mi 11 Ultra. Там стоит AMOLED-экран Samsung, основная камера тоже Samsung. Но речь не об этом. Я хотел сказать, что после первого Samsung Fold и после второго Samsung Fold, конечно, хотелось бы увидеть что-нибудь другое, что-нибудь интересное, что-нибудь более технологичное. Но в сущности это ровно то же самое. В сложном виде это смартфон вот такого довольно толстого формата, в разложенном виде это планшет. Конечно, если вы фанат Xiaomi и если вы не видели до этого складного смартфона, вас вот это впечатлит. Но если приглядеться, и если вы держали до этого Samsung Fold, который, как вы знаете, довольно давно продается в магазинах, то обращаешь внимание уже не на вау-фактор, а на некоторые, скажем так, не самые приятные моменты. Это новый смартфон. Посмотрите, сколько пыли здесь по контуру. Мы пытались ее убрать, у нас ничего не получилось. Пыль здесь скапливается, и ее очень хорошо видно. Второй момент – это, естественно, и на самом деле более важный момент – это сгиб. Он никуда не делся. Как и в фолде, как и в первом и втором фолде, этот сгиб заметен. Технология все та же, ничего нового здесь придумать не получилось. Но вот что получилось придумать, так это вот такую здоровенную заусенцию сверху. Она очень острая. Если вы протираете смартфон тряпкой, что мы делали уже не раз, вы совершенно точно цепляетесь за нее тряпкой. Денис, смотри, что получилось. Слушай, сработало. И получается примерно вот так вот. Но на самом деле смешно, но не очень. А протирать приходится, потому что пыли по контуру очень много. Такая же штучка еще находится снизу, так что можно цеплять и за верх, и за низ. Но вернемся к фактам. 200 тысяч циклов складывания и раскладывания гарантирует компания Xiaomi, но в их лаборатории они его сложили 1 миллион раз. И говорят, что даже после этого он продолжил работать нормально. Пользоваться им как смартфоном, ну, честно говоря, такое. Он довольно толстый, экран хоть и большой, AMOLED, яркий, красивый, внешний экран, но смартфон довольно тяжеловат. Давайте попробуем надеть бампер. Интересно, как это выглядит. Это внешний бампер, первый, вот такой, просто окантовочка. Экран при этом как бы защищен, но не особо, потому что площадь большая, и уронить его как-нибудь вот так вот бампер вам, конечно же, не поможет. И у нас есть еще вот такая вот штуковина. Да, а здесь уже вот такая пластиковая панель. Ставится сюда. Ну вот и все. То есть это все, что есть в плане защиты к этому смартфону. Так вот, у этого аппарата, повторюсь, два сценария использования. Это, собственно, смартфон. Вот так вот. И экран довольно большой, удобный. То есть можно здесь и в Фейсбуке сидеть, и фотки открыть, и как-то пользоваться им довольно полноценно. И второй сценарий использования – это планшет. Но, повторюсь, полоску видно, полоску заметно. И если запустить какие-то приложения во весь экран, то, конечно, она будет обращать на себя внимание. Но к этому нужно быть готовым, потому что другой технологии пока нет. Если вы покупаете складной смартфон, что Samsung, что Xiaomi, что Huawei, полоска у вас в любом случае будет. Ну, поэтому такой-то расклад. На данный момент только так. Давайте пройдемся по спекам. Пункт номер 3 – это экраны. В сложном виде у нас AMOLED-экран. Открываем, и вот у нас планшет. Почему-то Xiaomi сравнивали этот аппарат с iPad mini. Если вам нужен нормальный планшет, купите нормальный планшет. У Xiaomi, кстати, есть тоже нормальные планшеты, но тем не менее они сравнили с iPad mini. Основной экран у нас 8,01 дюйма, селфи-камеры здесь нет. Xiaomi сказали, что это сделано за тем, чтобы не мешать смотреть фильм на смартфоне, а также играть. Но, честно говоря, иногда, если сесть вот как-то удобно и расположить его как-то под определенным углом, вот сейчас, прекрасно. То есть полоску не видно вообще.
И повторюсь, под определенным углом, с какой-то определенной позиции, и вправду посмотреть киношку на этом аппарате круто. Ну, в поезде, скажем, да, если вы все-таки пользуетесь им как основным смартфоном. В противном случае, мне кажется, гораздо проще взять отдельно планшет и отдельно смартфон. Ну, опять же, на вкус и цвет напишите, что вы об этом думаете. Четвертая начинка, она здесь топовая, вот все спецификации. Отметим самую интересную вещь, это система охлаждения. Она тут супер замудренная, вот зачитаю. Паровая камера, термогель, многослойный графитовый лист, а также устойчивая к изгибу медная фольга. Насколько вам это важно, нужно, интересно, честно говоря, не знаю, но тем не менее охлаждение здесь классное. Если долго играть, смотреть кино, сильно он не нагревается. Переходим к камерам. Пункт номер 5. На самом деле это второй и гораздо более интересный момент в этом смартфоне. Здесь у нас камера, первая в мире, между прочим, с жидкой линзой. Технология работает по принципу человеческого глаза. Между двумя пленочными мембранами имеется жидкость, которая меняет уровень кривизны и позволяет получать нужный оптический эффект. Зачем все это нужно? Короче говоря, эта камера умеет одинаково круто, как они заявляют, снимать и в макрорежиме, и с трехкратным оптическим зумом, и с 30-кратным цифровым зумом. И тут вы скажете, жидкость? Это что, в Якутии минус 50? Какая жидкость? Там глубоко? Метров 20. Да ладно. Они говорят, что эта жидкость прекрасно работает при температурах от минус 40 до плюс 60. Круто, правда? Тестовые фотки сравним с iPhone 12 Pro. По стоимости это одинаково, 12 Pro даже дешевле стоит. Тестовые фотки, поехали. Ребятки, посмотрели, напишите, что вы об этом думаете. Все исходники по ссылке внизу можете скачать и посмотреть. Еще у нас есть 4 динамика Harman Kardon. Вот это по-настоящему круто. Давайте запустим YouTube и посмотрим. Послушаем, вернее. Ну-ка. О, блин, и вправду неплохо. Еще в этом смартфоне есть классный режим ПК. Xiaomi, когда представляли Mi Mix Fold, показывали вот такое. Круто, правда? Но, как это часто бывает с Xiaomi, этот режим сейчас не работает. И не только у нас. Мы погуглили разные обзоры. Те, кто уже купил этот смартфон, говорят, что режим не работает. Но хотелось бы все-таки, отдав 120 тысяч в Китай и 200 с лишним в России, чтобы все работало. Пока не работает. И у нас остался самый интересный пункт, пункт номер 8, это цены. Смартфон пока продается только в Китае, а Китай, как вы знаете, закрыт. Но, как мы все знаем, у нас есть Василий, который привозит из Китая все, что угодно, если вы попросите. Короче говоря, цены. Минимальная конфигурация вот этого вот аппарата Mi Mix Fold только в Китае стоит 115 тысяч рублей, это 12 256. Максимальная конфигурация 16 512 стоит 150 тысяч. И вроде бы неплохо, с учетом того, сколько стоит Fold, но Fold, Galaxy Fold 2, который, на самом деле, ровно точно такой же, разве что без жидкой линзы. Fold Ростест в России стоит 139 тысяч. Это только в Китае стоит 115 в минимальной конфигурации. Xiaomi пока не планирует его продавать, значит, нужно везти из Китая и платить приличную наценку, потому что привезти его из Китая – это проблема, но только не для Василия. Фанаты Xiaomi – это все понятно, но готовы ли вы отдать почти 200 тысяч, а именно столько стоит привезти его из Китая, 200 тысяч вот за это? Неоднозначный аппарат, полоска сгиба на месте, как бы жидкая линза, но как бы не факт, что это кому-то пригодится, кто-то будет этим активно пользоваться. Каких-то супер инноваций в этом смартфоне, к сожалению, нет. Да, топовая начинка, да, классный экран, да, мощный процессор, но насколько вам это нужно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Xiaomi Mi Mix Fold, первый складной смартфон Xiaomi. Еще раз огромное спасибо Василию, ждем ваш комментарий. Mi Mix Fold. Увидимся.